Приветствую вас, мои уважаемые друзья. Здесь короткое предсказание для вас на тему «Что хорошего готовит судьба, а я еще не знаю». Что будет у вас на пороге? Какие перемены будут в скором времени, а вы еще пока об этом не знаете? Я разложу для вас вот эти карты Ленорман и карты Таро. Можно, конечно, выбрать расклад левый или правый. Слева будут карты Ленорман. На дне колоды была карта Дайс, называется. Вот такая карта интересная. Она говорит, что сейчас судьба хочет вам что-то очень важное и интересное сказать. А с этой стороны будут карты Таро. А вы задавайте свой вопрос. Что такое гадание онлайн и почему гадание онлайн лучше, чем заказанное именно по моему мнению? Это не значит, что мое мнение, оно правильное для всех, но если пожелаете, послушайте, какое именно мое мнение. Все дело в том, что когда мы смотрим на символ, на любой символ, у нас разные выходят мысли об этом символе, чувства, желания, но и разное будущее возникает, потому что от наших сегодняшних чувств и желаний зависит напрямую наше будущее. Поэтому карта универсальная. И ваш вопрос, ваш индивидуальный запрос, как перчатка подойдет к любой карте, я ее вам расшифрую. Ваш индивидуальный запрос и универсальная карта – это та синастрия, которая нужна, чтобы вам ответить на ваш вопрос. Для этого не нужно заказывать. На мой взгляд, гадание онлайн убило наповал и напрямую заказанные предсказания за деньги. Если правильно понимать гадание онлайн, заказанные предсказания полностью, надобность в них полностью уходит. Но это, опять же, мое личное мнение, я на него право имею, это мой личный канал, я не настаиваю абсолютно ни на чем. И заметьте, я не трублю во все колокола на других каналах. Я именно на своем канале высказываю свое мнение эзотерика и астролога. Это моя профессия. А на своем канале каждый человек со своего угла может сказать, что он думает о жизни. Правда же? Нельзя ни в коем случае запретить человеку, убрать у него свободу слова. Вот, так что такое мое мнение. По этой причине оставьте свои денежки в кармане, пусть они будут для вас. Купите себе необходимую еду, необходимое все на каждый день жизни. А посмотрите гадание онлайн у меня на канале, и все, и будет у вас все хорошо, потому что гадание онлайн – это старинная эзотерика, это старинный метод психологии, да, и загадывание, и желание будущего, и реализацию своего будущего. Ведь будущее – это поле вероятности. И только от вас зависит, вы видите в нем возможности или препятствия. Да? И именно карты вам в этом помогают, и ничего за это не берут, никаких денег. А психологи дорого стоят, и они вообще пользы не приносят. Это, на мой взгляд, только так. Итак, что вам нужно знать прямо сейчас? Это будет с этой стороны. Одна карта пока закрыта, и еще одна карта совета. А теперь я тоже возьму карты с правой стороны, и они скажут, о чем вам нужно знать прямо сейчас с правой стороны, да? Что вам по судьбе, что хочет Вселенная вам сказать? А если вы, например, приснился сон, приснились духи вашего рода, мама, там, если, дай бог ей здоровье, если она живая, но если нет, например, или бабушка, да? А вот эта карта именно расскажет, что бабушка хотела этим сказать. То есть карта скажет, ответит на ваш личный вопрос. О чем вам нужно знать прямо сейчас? Что готовит судьба, а вы еще не знаете? Что хорошего у вас на пороге? А почему у вас то или другое происходит? Карта с каждым человеком по-своему говорит. Да? Ой, вот это хотела. Ну ладно, возьмем ее. Итак, будет какие в левом раскладе? 4 карты и 1 карта на совет, а я сейчас начинаю вам все это показывать, трактовать. Девочки, подписывайтесь, пожалуйста, и мальчики на канал. Это ничего не стоит, но это благородно с вашей стороны, потому что я же для вас стараюсь.
И подписка это на самом деле просто вы говорите этим, что вы подписались не на меня. На человека подписаться невозможно, нужно подписываться только на себя. Вы подписались на эти видео, потому что эти видео приносят вам помощь и приносят вам пользу. Видите разницу, да? Вы подписываетесь ни в коем случае не на меня, а на видео мои, которые для вас бесплатно совершенно, столько много помощи. Потому что я делаю, конечно же, только предсказания для моих подписчиков, настоящих и перспективных. Итак, ну давайте я еще с этой стороны две вот эти открою, а потом будем их сравнивать. Вы хозяин-барин. Вы распоряжаетесь этим видео как захотите. Вы можете выбрать левый расклад, правый расклад. Но я в любом случае советую, потому что с высшими силами шутить нельзя, я советую вам смотреть все видео от начала и до конца, а потом решить, какой для вас расклад лучше резонирует, слева или справа. Это покажет время, да? Вот. А на самом деле смотрите все до конца и решайте, что для вас хорошо, берите себе, а что не подходит, отбрасывайте за ненадобностью. Кстати, заказные расклады работают точно по такому же принципу. Итак, здесь с правой стороны карта Иерофант. Вот что вам нужно знать прямо сейчас. Девочки, кто спросили о мужчине, вас ожидает встреча с настоящим благородным человеком. С тем человеком, который не предаст, не обманет и не сделает вам больно, как ваш бывший. Вот это будет у вас. Если вас не любовь не интересует, и ваш вопрос был другой, касательно работы или карьеры, частного предпринимательства или на предприятии работы, Иерофант, ой, извините, да, это Иерофант, это же не император. Иерофант говорит, я сейчас перефразирую, если вы про любовь спросили, в любом случае благородный мужчина. Иерофант – это мужчина, умеющий выслушать, ласковый. Но я сейчас о работе. Будьте на работе с мужскими качествами Иерофанта. Да, что такое Иерофант? Это мужчина у вас внутри. Если вы женщина снаружи мягкая, красивая, ласковая, обаятельная. А внутри у вас есть стержень. Без стержня ни один человек не может жить. Поэтому у вас внутри есть стержень мужской такой, да? Это добиваться своего, это такая дисциплина ума и тела, это собранность, вот такие мужские карты, мужские качества, защитник, сам себе защитник каждый человек. Пусть мужчина нас защищает, пусть у нас будет чувство, что мужчина защищает. Кстати, по статистике, всем женщинам, даже начальницам, нужно чувство, что есть мужчина, который, если нужно будет, ее защитит. Это для того, чтобы вырабатывался гормон радости. Как называется такой гормон? На букву А. У меня сейчас в канале нет этого слова. Я же каналы карт читаю живые, да? Так вот, вы знаете, какой гормон радости. А если у вас внутри есть мужской такой характер, это хорошо даже для женщин. Потому что нам нужно просто ощущение, что мужчина нам поможет, выручит, подставит плечо такое надежное, а внутри мы должны быть сильные. Так вот, вы в работе сильная, вы умная, и вы добиваетесь своего. Теперь, девочки, перефразирую, потому что я увлеклась, я делаю это в свободном эфире, я тоже читаю, что вы пишете, и увлеклась, сказала, что это император, это Иерофант. Но император тоже был. Вот в этом вся фишка предсказаний. Сейчас напишут мне, что вы не увидели разве, что это Иерофант? Не увидела. А почему не увидела? Потому что мне высшая сила глаза для этого не раскрыли. В тот момент, когда я сказала, у меня сейчас батарейка заканчивается, в тот момент, когда я сказала, что это император. Мне высшие силы показали тоже императора, так что вам нужно это знать. А теперь еще следующая карта – это двойка жезлов. Говорит о тех девочках и мальчиках, кто спросили, а что у меня будет в работе? Счастье, успех. Что у меня будет в личной жизни? Тоже хорошо, потому что жезл – это энергия. Вам даются две энергии – для личной жизни и для карьеры. Вот эта карта говорит. И обе энергии дадут вам положительный результат. Сейчас перейдем на Ленорман и посмотрим эту карту, которая скажет, что вам нужно знать прямо сейчас. Карта часы. Говорит, что время пришло. Это дополнительная карта. Время пришло встретить мужчину, а кому-то стать начальником, а кому-то хорошо зарабатывать, а кому-то получить защиту от высших сил. Время пришло быть счастливой, быть у руля своей жизни. Вот об этом этот расклад, это его красная нить. Поэтому время пришло, не тушуйтесь, глубокое содержательное предсказание. А сейчас вот эта карта даст совет на Ленорман. Вот смотрите, еще одна карта «Время пришло». Вот 3 раза
А карты сказали, время пришло, не откладывай в долгий ящик жизнь, не откладывай в долгий ящик встречи с любимой, начиная себя показывать, украшай собой свой мир, свою улицу, свой дом. Время пришло стать руководителем, время пришло открывать свое маленькое дело, время пришло активно действовать. Медведь – это тот, который активно действует. Вот что вам нужно знать прямо сейчас. Время пришло жить, другими словами, да, и не откладывать жизнь в долгий ящик. Посмотрим с правой стороны. Девочки, очень конкретно. Я тороплюсь, потому что не хочу делать длинные видео. Кто-то меня ругал за длинные видео. Хочу, чтобы вы получили подсказки, пока там ланч едите или же отдыхаете вечером. Так вот, с правой стороны, что вам нужно знать прямо сейчас? Что для вас самое главное? Давайте здесь посмотрим. Ой, это колесо фортуны. Это самая лучшая карта в колоде, пожалуй. Она говорит, что нужно знать вам прямо сейчас, что жизнь вас любит. Предки ваши любят вас, любят сама судьба вас, потому что колесо фортуны, когда вам повезет, в чем повезет? В двух ипостасиях жизни. Это значит, повезет и в любви, и в карьере, и в семье. Что у кого? Загадайте для себя две сферы жизни, которые для вас самые главные, самые-самые главные сферы. Вот как раз в самых этих двух главных сферах вам и повезет. А здесь эта карта даст совет, как этого достичь. Опять двойка. Вообще 2 по нумерологии – это значит 2 дороги. У вас открываются 2 дороги в жизни. Какие дороги? Вот видите, 2 карты двойки. Открывается одна дорога, может быть, на любовь. А вы скажите внутренним голосом, вот сейчас, где вы есть, в своем пространстве, скажите внутренним голосом своим, что для вас самое главное? Кто для вас самый главный человек? Чего вы действительно желаете для себя? Именно для себя, да. Будем немножко такими правильными эгоистами. Когда мы сами желаем для себя всего хорошего, и мы реализуемся, мы счастливы, мы радостны, мы своим кислым видом не мешаем другим жить, и у нас внутреннее солнце горит, да. Поэтому назовите эти 2 сферы. Чего вы для себя хотите? Некоторые из вас хотят, чтобы наконец-то суд этот решился, или бумаги ценные получить, или наследство, примириться со своими домашними, с любимыми, с детьми, родителями. Многие хотят любви в паре, или же найти эту половинку, которая вас оценит и не будет вам нервы портить, да? Карьеру сделать. Вообще-то, если честно, и для мужчин, и для женщин карьера – это главное. Потому что это не просто вы карьерист, ни в коем случае. Вы должны реализоваться, вы должны проявиться так, как вам по судьбе было проявиться, и найти свой путь, найти свое дело, найти то, что с вами клык. То есть то, что вот работает для вас, да, что переваривается вами, начиная с едой, заканчивая вообще талантами по карьере. Что с вами работает, что с вами переваривается вашим организмом. И я хочу сказать, что вы сейчас решаете, не я за вас. Я вам просто примеры привела. А вы сами для себя решаете, что для вас вот эти 2 главные сферы жизни. Вообще главных сфер жизни у человека по астрологии 12. А из этих 12 каждый решает, что для вас самое главное. А я вам скажу ответ карт на ваш вопрос. Вы можете внутренним голосом произнести. Кто-то скажет, окей, примирение с любимым. Или же чтобы качели закончились. Первая сфера, другая сфера – это я хочу хорошо зарабатывать, я хочу работать на предприятии, где не будет сплетен, гадости вот этой всякой, да, спокойно жить. Это может быть у вас такие 2 сферы. Или у кого-то еще какие-то 2 сферы. И я отвечу на ваши конкретные вопросы. Не я отвечу, я просто читаю каналы карт. Карты ответят на ваши конкретные вопросы. И вопросы такие, ваши личные, ответ такой – будет все хорошо. Жезлы – это энергия. Господь, Творец, Создатель, Высшие силы вам дадут энергию, чтобы справиться со всеми препятствиями на вашем жизненном пути. Потому что здесь выходит 2 позиции, 2 пути, и вы идете с энергией. То есть на сегодняшний день Высшие силы говорят, у тебя все получится. Мы тебе даем пальчик вверх. Что такое пальчик вверх? Добро. Тебя поддерживаем, тебя продвигаем. Вот это 2 жезлов. И там, где двери закрыты, в тех сферах, если вы скажете, дверь закрыта, всех мужчин хороших разобрали еще щенками. Я слышу такие негативные выражения. Девочки, слушайте, что вы говорите Вселенной.
Либо говорят, все места хорошие заняты, все уже распределили эти карьеристы, да, эти коррупции между собой. Не слушайте это все. Это все глупости. Сколько вам нужно рабочих мест? Одно. Сколько вам нужен мужчина? Один. Сколько вам нужно счастья? Одно. Поэтому одно для вас точно найдется. И те двери, которые вы думали для вас закрыты навсегда, на всю жизнь, они откроются. Они откроются самым чудесным, невероятным образом. И там, где вы не могли подобрать ключик к двери, вы войдете, вот так вот войдете, просто как здесь. Видите, как вы здесь входите, даже в ту дверь, которая закрыта. Так что ободритесь, у вас будет все хорошо. И еще одна двойка, а это такая синастрия, когда такое синхронное плавание жизнью получается, когда жизнь вас балует, вот это у вас будет, потому что пентакли – это помощники. В этих двух сферах найдутся помощники. Те помощники, которые вам помогут. Это могут быть другие люди, это могут быть обстоятельства самые лучшие, которые будут вам сопутствовать. Это могут быть тоже те задачи, которые жизнь дает. Все эти задачи вам по плечу. Все эти задачи решаемы, так говорит двойка пентаклей. Это может быть карьера в двух направлениях, может быть, вы работаете и на предприятии, и свое маленькое дело есть дома. То есть вы заняты. Какое счастье быть занятым, заниматься любимым делом, а уже деньги – это byproduct, это то, что получается у тех, которые делают с любовью что-то, дают людям с любовью что-то и получают за это вознаграждение. Это то, что будет у вас. Дела ваши пойдут в гору. Вы будете финансово независимы. Обязательно. Страх бедности есть даже у богатых людей. И главное вам избавиться от этого страха бедности, знать, что все в будущем хорошо, потому что будущее – это поле вероятности, и в этом поле вероятности вы получите непременно успех. То есть, если я прочитаю этот правый расклад, здесь у нас вышли карты такие. Император, вы скажете, его нет на столе, а он вышел в духе. Потому что мне высшие силы закрыли глаза на карту Иерофант. Так нужно было. Нужно было, чтобы император в духе вышел на этом столе. И я доверяю высшим силам. Высшие силы здесь присутствуют. Итак, в правом раскладе вышел император, Иерофант, колесо фортуна, 3 старших аркана. У вас все будет хорошо. На вопрос, что вам нужно знать прямо сейчас, эти карты говорят: будь сама себе императором, имей стержень, будь сама себе иерофантом, получай информацию, изучай профессию свою, каждый раз какие-то знания получай. Знание – это сила, информация – самое дорогое, интеллектуальная собственность – самое дорогое. Получай это все, и будет тебе что? Колесо фортуны говорит: и будет тебе счастье. Это заклинание. Да, раньше это называлось заклинание, теперь это называется правильные психологические установки для счастья. Кто имеет эти правильные установки, тот счастлив будет непременно. Это вам карты всегда гарантируют 1000%. То, что вы ждете встречи с мужчиной, вы ждете встречи с правильным работодателем, вы это получаете по карте колесо фортуны. И эти две карты, 2 двойки, я вам очень подробно описала, а вы, пожалуйста, тот, кто имеет уши, услышит. Каждый услышит, конечно, то, что нужно вам именно в моменте услышать. Доверяйте сами себе. Доверяйте, что те слова мои, которые вам нужно услышать, вы именно услышите. И еще раз левый расклад прорезюмирую. Левый расклад такой интересный. Здесь 3 карты, что момент созрел. Девочки, момент созрел. Не откладывайте свою жизнь на потом. Карта глубоко смотрит. Глубоко, потому что глубокий колодец, да, который откроет вам тайны бытия вашего. Тайны, что для вас работает, а что не работает. Почему мы, девочки, делаем то, что для нас не работает? Потому что не верим в нашу счастливую судьбу. А вот эта карта колодец говорит: найдите, откопайте свой глубокий талант. Он скрыт у вас. Может быть, еще пришло время проснуться. Пришло время сейчас именно делать эти резкие движения. Да, пришло время делать резкие активные движения, которые жизнь вам предлагает. И все, что жизнь предлагает, нужно пробовать как бы на вкус. Люблю, не люблю, хочу, не хочу. В этом заключается вот эта игра жизни, от которой идет счастье. Но очень многие взрослые в эту жизнь не хотят играть, потому что думают, что жизнь — это напряжение, это такой тяжелый крест. И карты вам подсказывают понять сам алгоритм вашей личной успеха и алгоритм вашего личного счастья. Так что левый расклад говорит: момент созрел, бери быка за рога, бери этого медведя за рога и говори, медведя, нет рог, но у него есть другие вот такие
фишки, да. Берите жизнь за рога, другими словами, и пусть она рулит, пусть она вас вперед, как вот Зевс, который превратился по мифологии греческой в быка, да, он взял этого быка за рога и говорит, я теперь, мне так хорошо, я вот так вот по этому океану в жизни иду, и активно. Но вот об этом медведь, девочки, медведя видела не раз в природе, я знаю, что это за животное, и когда вы видели медведя в природе, в живой природе, когда вы идете своими ножками, и навстречу вам идет вот это силище, ну, конечно, вы ей уступаете, потому что у вас нет ничего, что могло бы сопротивляться этому, да. Поэтому, когда вы такой медведь по жизни, вам жизнь уступает, вам жизнь дает зеленый свет на все, потому что вы решаете в лесу, вы главный, а лес это, знаете, как символический лес это социум. Там в лесу все есть. И опасные грибы, и полезные грибы, и опасные ягоды ядовитые, и полезные ягоды. То есть мы идем по этому лесу, мы не боимся жить. Да? Вот такая притча расскажу, что две женщины пошли в лес. И две женщины хотели, в принципе, желание было одинаковое. Набрать полезных грибов, чтобы сварить очень вкусный грибной суп, да, вот такой суп, ой, он так пахнет. Но перед тем, как идти в лес, одна женщина не спала всю ночь, она боялась, что там будут медведи. И она себя настроила на это, да. Другая женщина, она вообще спала хорошо, она знала, что там будет много полезных грибов. Но они все вышли, они не были знакомы, они обе вышли, по-разному, может, даже разный лес. А может, и один и тот же. Как вы для себя решите, так будет для вас эта притча работать. Сказка «Ложь давний намек, добрым девицам и молодцам урок». Так что я вам читаю канал «Карта Медведь». Так вот, одна женщина, она взяла с собой лукошко, да, но она вышла с таким желанием не попасться медведю в зубы. И она очень боялась. И знаете, как в лесу? В лесу есть кусты такие разные, знаете, такие места, где мы не знаем, что за этим кустом. И она думала, что за каждым кустом сидит ярый, разъяренный медведь, и ее сейчас заломает. Так и случилось. Так и случилось. Она не видела ни одного гриба, ни одной возможности. Лукошко у нее осталось пустым, и медведь ей таки встретился. Он ее очень испугал. Она вышла из этого леса, у нее была психическая травма. Ей пришлось потом долго лечиться. Другая женщина, которая не искала медведя, да, там медведь был под этим же кустом, он спал, но она его не боялась. То есть не было проекции страха на этого медведя, и он совершенно ее не задел, не затронул. Она вот именно под этим кустом нашла больше всего грибов, принесла домой их, сварила очень вкусный грибной суп, пригласила родню, соседей, и психическое здоровье у нее усилилось, улучшилось. О чем это говорит? Что завтрашний день эти две женщины увидели по-разному. Одна его видела в таких страшных очках страха, а другая в розовых очках, что все хорошо и себя будущее любит. И вот видите, что получилось. Для одной будущее это было поле возможностей, а для другой будущее было это поле препятствий и страха. И вот такой результат разный. Так что, девочки и мальчики, сказка «Ложь, а в ней намек». Вообще слово «ложь» это тоже неправильное, да? Как в Христе тоже можно сказать, когда Христос рассказывал притчи, что это была ложь, но вы же не сеятели и так далее, да? Да намек, добрым людям урок. Все, что хочу сказать здесь, что вот этот медведь, он может быть, это вы, человек, который берет быка за рога, как я уже Зевса приводила в пример, или это человек, который боится медведя и убегает от него по карте коса. Все зависит от того, кто смотрит. Но я скажу одно, что все девочки, которые пришли с добром и смотрят себе на пользу расклад, для вас будет вот вы или начальник, или такой мужчина к вам придет, или же вы помиритесь с мужчиной. Время пришло вам мириться, вам больше нечего делить. Вообще людям нечего делить, да? И время пришло, говорит вот эта карта часы с кукушкой, теперь пришло время пожинать урожай и быть счастливым. Ну вот здесь в двух словах, хотя я долго читала
Может быть, карту «Медведь», но она требует того, поскольку карта очень мощная, и канал сильно открывается, да, приходится рассказывать все. И каналы, когда очень сильно открываются, мне очень трудно остановиться, потому что это все не мои слова, это слова из потока. Я выбираю из потока. Ну что ж, девочки, вот именно такие слова, которые вы услышали, вам нужно было услышать именно сейчас. Каждый услышит что-то свое. А я хочу сказать, что я вас очень люблю, обожаю. Вы для меня просто большая, моя семья любимая, для которой я стараюсь. Делаю то, что умею, то, что люблю. И это, наверное, чувствуется. И всем желаю счастья и любви. Как раз это был прямой эфир. Поэтому я тоже читала записи и скажу, что я все записи читаю. И у кого тяжелая ситуация, я молюсь Всевышнему за вас. У кого хорошая ситуация, я радуюсь за вас и благодарю Всевышнего за вас тоже. То есть я работник света. Поэтому вас очень люблю, желаю всем счастья. Те девочки, кто подписан на канал, этот расклад, конечно, для вас. А кто не подписан, подписывайтесь, тогда этот расклад будет для вас. Подписывайтесь не на меня, а вы подписываетесь на мои видео. То есть на видео, которое высшие силы для вас сделали. Кто спонсор канала, до земли вам низкий поклон, потому что какая-то часть этих средств идет мне на развитие моих каналов, на то, чтобы я работала, конечно, для вас, а какая-то часть идет на то, чтобы люди, которые работают на YouTube и делают возможным нашу встречу, тоже получали какой-то небольшой хлебушек с маслом на их стол. Поэтому я благодарю за себя и за ваше меценатство для других людей, для работников всего мира. В бедном Бангладеш больше всего на YouTube сотрудников. Так что я счастлива, что мы с вами позволяем им тоже жить на свете. Правило психического здоровья — это живи сам и дай жить другим. Благодарю вас. А также в процессе расклада, когда я делала, кто посылал денежку, это то же самое. Какая-то часть шла мне, какая-то часть шла людям, которые делают нашу встречу возможным. И я благодарю от сердца, низкий вам поклон за ваши добрые поступки. Да, а также, если у вас нет средств, не думайте, что я что-то прошу кого-то, ни в коем случае. Может быть, пальчик вверх — это спасибо. Пожалуйста, вместо того, чтобы написать большое спасибо, лучше поставьте пальчик вверх. Потому что есть такой язык Ютуба, и он не умеет читать большое спасибо. Язык Ютуба умеет читать пальчик вверх или вниз. Поэтому, когда ставите пальчик вверх, это на языке, правильном языке, но мы же должны уважать язык именно тот, который говорит с нами, да, например, приезжаем мы в русскоязычную страну, лучше знать хотя бы «спасибо», «благодарю», и тогда будет приятно этим людям. Приезжаем мы в Турцию, там тоже нужно хотя бы 2 слова знать. Точно так же язык YouTube — это пальчик вверх — спасибо, пальчик вниз — не понравилось. Ну, а комментарий для того, чтобы рассказать о вашей ситуации, поделиться мыслями, о моем видео. Так что мне пишут упреки, что однобокие какие-то комментарии, потому что в основном все пишут только «спасибо», «благодарю». Девочки любимые мои, я вас обожаю за эти слова, я вас очень люблю. Пожалуйста, скажите «спасибо», «благодарю» на правильном языке YouTube. То есть поставьте пальчик вверх. А если не «спасибо», не «благодарю», пальчик вниз. А в комментариях просто напишите что-то другое. Иначе у меня такое бывает, пишут недоброжелатели, что это подставные комментарии, потому что они одинаковые все, да, хотя ничего подставного у меня нет и никогда не было. У меня ни одного нет накрученного подписчика. Я на YouTube очень и очень много лет, и у меня каждый мой подписчик — это человек, которому я помогла в одном или в другом видео. Вот такая вещь. Моему каналу не 3 месяца, а моему каналу 7 с лишним лет. Так что вы понимаете, что каждый подписчик — это человек, который пришел, и он не ушел с пустыми руками, а он пришел с помощью от меня. Я вас всех люблю, обожаю. И дай вам всем Бог любви, счастья, здоровья, всего самого-самого лучшего. Вы для меня просто семья моя, вы для меня родные, я вас очень и очень люблю. Медвежьи обнимашки, виртуальные поцелуи всем, как я обычно говорю, из медвежьей, лесной и горной, может, океанской земли, в которой я живу. И знаете, и помните всегда, самое лучшее место на земле — это не то место, где кто-то другой живет, а самое лучшее место на земле — это то, где вы живете. Это самое лучшее место. И будьте для меня, для себя, для всей Земли всегда счастливы. Потому что психическое здоровье — это желать всем счастья. А психическое нездоровье — это ненавидеть всех людей. Так что делайте выводы, пожалуйста. Я желаю всем счастья. Это однозначно. Всех люблю, всем желаю счастья.
и реализации своих талантов, и благополучия в семье, и радости, и достатка, и любви. Увидимся тогда, когда вам понадобится моя помощь, когда вам понадобится совет от моих карт, и вы с пользой для себя проведете время. А самое главное, мы увидимся тогда, когда вы захотите побеседовать с верным, преданным вам другом в моем лице. Ну а я сейчас пойду отдыхать, потому что устала. Когда делаешь эфир, очень сильная энергетика. Я читаю все ваши записи, и просто я в восторге от того, что сейчас 2000 людей вместе на одной волне, и все мы ищем наше счастье. Это просто чудесно. Поэтому энергетика зашкаливает. Сейчас пойду отдыхать, и вам желаю счастья. Смотрите мои видео. У меня их очень-очень много. Мое видео всегда вам поможет в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». С любовью к вам, ваша Лена.